Добрый день, дорогие водолеи! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на июнь 2024 года. Ну что, мои дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем разбираться. Итак, июнь это месяц, когда Юпитер, ваш любимый, уважаемый компонент удачи, перешел в знак Близнецы и, конечно же, делает потрясающий трин всем водолеям. И здесь в ваших транзитных картах вы по чуть-чуть, естественно, начнется с тех водолеев, кто родился в январе, вы уже будете чувствовать, я бы так сказала, удачу этой планеты, будете думать, что обстоятельства благосклонны к вам больше, чем обычно, и на самом деле так и есть. Водолеи, которые родились уже в феврале, вы почувствуете этот период ближе к концу года, но все равно энергия для вас будет такая, более легкая, захочется творить интеллектуально, то есть вы достанете из закромов все свои мысли, связанные с вашей работой, если уже этого не сделали, все проекты, которые вы забросили ранее, где не хватило терпения, сил, где не хватило вашей же веры в эту работу и то, что вы в принципе способны с этим работать, с этим, ну, не просто возиться, а разбираться глубоко для того, чтобы не просто это был очередной некоммерческий интересный проект, а для того, чтобы это уже становилось делом жизни. Потому что, да, ребят, время идет, часики тикают, и здесь, конечно же, понимаете, Юпитер на ближайший год будет максимально вам помогать благоприятными датами, моментами. Поэтому здесь, конечно же, понимаете, что легкость в коммуникации, будет проще всем что-то рассказать, продвинуться, пропиариться, зарекомендовать своим проектом, своим делом. Поэтому развивайтесь. Что касается июня, то здесь и Нептун, и Уран тоже будут благосклонны, как раз таки благосклонны, делают потрясающие на самом-то деле проекции в ваших транзитных картах, делают классные и секстиль, и трин, как раз таки тем водолейчикам, кто родился в январе. В феврале будет чуточку позже, ближе к концу года. Но сейчас, ребят, все-таки у вас идет тоже подготовка, это те водолеи, кто родился в феврале, да, у вас жизнь подготавливает к активности, к яркости, доделывать все то, что мешало идти дальше, потому что Плутон развернулся в начале мая, и здесь понимаете, что он еще катится по первым градусам Водолея, катится к Козерогу, и потом он развернется к осени и будет уже идти обратно по Козерогу, но к Водолею. Это его последняя такая ретроградная петля, которая идет в Козерог, поэтому здесь старые проекты, которые вы все не могли бросить, закончить, извлечь из них выгоду, прибыль, знания, как раз таки действуйте. Извлекайте то, что нужно, делайте работу над ошибками, не понимаете, где вы не доработали, где бы хотелось поработать, и стройте планы на будущее, потому что планеты как раз таки нацелены на то, чтобы вас продвинуть. Да, Плутон будет различными ситуациями, с финансовыми потерями в том числе, вытаскивать вас из той колеи, в которой вы засиделись. Ну, потому что, ребят, по-другому не понимаете, да, то есть у вас можно забрать ваши интеллектуальные труды, ваши, в принципе, труды, знания, да, как-то вот лишиться вот так работы, но когда уже доходит до каких-то финальных моментов, здесь уже вы быстро собираетесь. Поэтому, да, дорогие водолеи, если не захотите вы сами подниматься, то обстоятельства будут вас вытаскивать из той колеи, в которой вы засиделись. Поэтому здесь не сидим, не переживаем, не волнуемся, не злимся, не говорим, как все будет плохо. Потому что на самом деле первые 3 недели еще и Марс будет в квадратуре к знаку Водолея. Здесь, конечно же, захочется злостно, жестко агрессировать. Но, ребят, не агрессируйте, наоборот, нацельтесь на продуктивность, на работу и на активность. Да?
потому что это время специально будет вам фартить. Не просто так я это говорю, потому что уже мне отписываются водолеечки, говорят: Женя, что-то щелкнуло, как-то вот начинает что-то работать, где не мог несколько лет что-то запустить, где вот уже 2 года все колом стояло, начинает работать, начинает по чуть-чуть. Я говорю: отлично, продолжай в том же духе, потому что, ребят, на самом деле все начинается с малого. Никто, я знаю, вы хотите, чтобы вот вы начали и сразу все получилось, да? Ребят, ну правда, все те, кто развились, и все те, кто занимаются не работой, а делом своей жизни, это все труд всей жизни, и это такая история. Научитесь получать от нее удовольствие над каждым своим маленьким проектом, над каждой своей задачей, кропотливо потеть, изобретать, придумывать, думать что-то новое, понимать, что где-то уже проект себя изжил, где-то нужно трансформироваться, где-то подниматься на новый уровень. Да, ребят. И, конечно же, Плутон, который прокатывается по знаку Водолея, вот он катится сейчас, будет еще катиться 2 месяца. И здесь, конечно же, будет вставать ваш вопрос в руководстве, хотите ли вы руководить или нет. И все же, да, и все же. Подниматься на новый уровень вам придется. Если не сейчас, то ближе к осени, но осенью уже гораздо активнее. Еще раз говорю, сделайте это лучше сейчас, потому что осенью аспекты сложноватые. Сложноватые аспекты, не такие легкие, как в июне или даже в июле. Осенью будет, конечно же, все гораздо сложнее. Зима будет еще сложнее. То есть такая небольшая отсылочка, то есть будущая зима будет гораздо сложнее предыдущей, да, то есть, ну уж раз я записываю теперь гороскопы по 3 месяца, поэтому здесь, ребята, вот такая история. Планируйте свое время, свой год, понимайте, что обстоятельства вокруг, они будут все-таки разные, они будут не всегда приятные, но все-таки движение кармических узлов, который сейчас идет по оси весов, он заставляет нас думать и делать по справедливости, красиво. И для водолеев абсолютно благоприятное движение для того, чтобы прийти к своей реализации, то, что заложено вам там кармическими задачами, предназначением и тому подобное. Ребят, собираемся и делаем, потому что это самое удачное время, еще раз говорю, да, то есть если вы в 23-м году меня не слушали, все те, кто пришли ко мне из Инстаграма, если вы меня там не читали и не верили, что все будет так, мы с вами живем сейчас в условиях разрушения мира, в котором мы жили последние много лет. Да, ребята, через 10 лет этот мир будет другим. То есть мы сейчас живем в условиях разрушения мира. Если вы ждете стабильности, если вы ждете, чтобы будет как раньше, ребята, не будет. Мир за 10-20 лет максимум разрушится. 20 у нас осталось 15 лет, да. Хотелось бы, конечно, чтобы вся история закончилась к 30-м годам, но судя по тому, как некоторые моменты у нас затягиваются надолго, поэтому здесь стройте свои долгосрочные планы и понимайте, что как раньше легко, спокойно, уравновешенно не будет. Будут ли еще конфликты? Будут. Будут ли еще они открытые, агрессивные, международные? Будут. Поэтому да, в условиях вот этой реальности нам нужно всем жить и развиваться. Поэтому откладывать свою жизнь, вы мне скажете, куда можно заниматься там какой-нибудь водолейской деятельностью, развиваться, потому что мы, водолеи, любим вот такой масштаб, мы любим вот такую свободу, вот такую открытость и коммуникацию. Ребят, наводите эту коммуникацию сейчас в тех условиях, что есть. Это напрямую касается вас, вашей жизни, вашей семьи. И здесь я не могу сказать, что как-то жизнь несправедлива. Нет. Все те, кто хотел сделать ранее, он сделал. Все те, кто еще хотят сделать, делайте, дерзайте. Еще раз вам говорю, не оставляйте там на какие-то года, на следующий год, например. Там с Нового года начну. Новый год будет очень сложный. Весна следующего года будет сложнее, я бы так сказала, весны 2022 года, если мы говорим про мировые события. Поэтому здесь, ребят, давайте, внедряйте, нет времени ждать. И здесь, конечно же, включайте свой максимум, включайте все то, что давно хотелось, и понимайте, что
Мир такой, какой он есть. Наша с вами задача устоять на плаву, при этом еще захватив все свое семейство, при этом, да, развиваться и жить хорошо, потому что все-таки жить хочется хорошо. Да, то поколение людей 80-х, 90-х, 90-е еще развиваются, взрослеют, еще не пришли к тем самым осознаниям, 80-е и 70-е, ребята, ну давайте подтягивайтесь, вот пришло ваше время для того, чтобы внедрять и делать, и засиживаться, ну уже сколько, да, даже поколение 60-х, да, вот мне пишут, правда, гораздо меньше, чем из 70-х и из 80-х, потому что кто хочет развиваться, несмотря на то, что если вам 50 плюс лет, это ни о чем не говорит. Потому что разворот кармических узлов как раз-таки тоже влияет на вас. Если вам 56-57, и вы если в 38 плюс-минус 2 года не начали жить, как хотелось вам всегда, и до сих пор стесняетесь и волнуетесь, а что люди скажут, ну, ребят, пришло то самое время начать действовать, невзирая на то, что люди скажут, потому что, да, кармические узлы снова возвращаются, и у вас такой прямой вопрос: я хочу реализовать то, что я не реализовал ранее, поэтому давайте, внедряйте. Вот такой момент, я бы сказала, на этот июнь, такие мысли должны быть в вашей голове, потому что Юпитер на самом деле дает очень много благоприятной энергии именно вам. Даже разворот кармических узлов будет не в негатив уходить, а будет идти как раз-таки на то воодушевленное развитие. Плюс Нептун, плюс Уран. Да? И здесь, конечно же, понимаете, что весь негатив, который случается сейчас, создан для того, чтобы вы повзрослели. Неважно, сколько вам лет, к какому поколению вы относитесь. Ребята, взрослейте, мудрейте, умнейте, становитесь на одну ступень выше своего развития, где когда вы были вчера, позавчера, год, 2, 3, 5 лет назад. Понимаете, что вам это по жизни необходимо, потому что Водолей без своей реализации, социальной реализации, здесь не важно, какой у вас проект, у вас проект социальный, либо работаете ли вы в какой-то компании, которая нацелена на рост, на развитие, на коммуникацию, на общение людей, да, неважно, нацелено это на развитие, на поддержание эволюции, нацелено ли это на образование. Ребят, абсолютно неважно, все ваши проекты будут идти в гору. Главное, чтобы они были созданы на то, чтобы помочь этому зеленому шарику. Поэтому да, дорогие водолеи, ваш гороскоп получился такой глобальный, масштабный и расширенный, потому что это и есть суть вашей, в принципе, реализации, думать о глобальном. Когда вас пытаются вот в такие вот рамочки упростить, я бы так сказала, загнать, вспомните, для чего вы родились, какие были мысли в вашей голове в подростковом возрасте, что вы хотели сделать, кем вы хотели стать. Начинайте внедрять, ребят, потому что ждать бессмысленно, серьезно вам это говорю. Не тратьте свое время, жизнь на ожидание. Начинайте внедрять сейчас, даже если сложно, даже если казалось бы, что никто не поддерживает, хотя мне уже кажется, что люди настолько устали от всей этой ситуации, которая происходит вокруг, что уже просто даже где-то хорошее, интересное дело, когда кто-то радуется глаз, это такое состояние, когда как хорошо, что мир продолжает развиваться, потому что мы не можем без развития, мир не может без развития, мир развивался всегда. И это будет очень хорошо, если вы пойдете в развитие, нежели в разрушение, в различные ситуации, потому что у вас, грубо говоря, начиная с этого июня, начинается такой активный год для своей реализации. Да. И здесь либо вы уйдете в развитие, либо вы потратите это время на тусовки, на ситуации, когда хочется уйти от ответственности, потому что особо такие обстоятельства вас пока не подталкивают еще к тому, да, чтобы не очень-то, я бы так сказала, сложные и печальные ситуации для того, чтобы прям резко взбодрить, да, но не дотягивайте до этого. Вот что касается работы и развития водолеев, с этого июня начинается ваш такой большой интересный отсчет, работа над ошибками плюс работа в развитии. Что касается личной жизни, было бы хорошо, если бы те водолеи, которые сейчас находятся в серьезных отношениях, они не расстались. Было бы хорошо, если бы это время для вас было как
такой момент воссоединения со своими вторыми половинками, когда вы находите общую точку соприкосновения, вы находите общие моменты, в которых вы можете развиваться и видеть свое будущее. Потому что мир всегда развивался, эволюция всегда шла и состояла, то есть и выживали не одиночки, выживали люди, которые состоят в семье, да, то есть по одному выжить всегда сложнее, всегда выживали команды, всегда выживали семьи, всегда выживали кланы. Поэтому здесь вот такая история, дорогие водолеи. Подумайте глобально о своей жизни, как вы хотите идти, потому что поддержка вас в качестве вашей семьи, всех ваших проектов, всех ваших мыслей, это очень классно, это очень почетно, это греет душу в сложное время. С такой поддержкой хочется развиваться, и я бы так сказала, вот этот тыл для себя организуйте. Вы скажете, мне это сложно, так не бывает. Ребят, все бывает, просто это тоже та сила, которую необходимо вкладывать. Не просто так все дается, когда говорят, вот им повезло, они живут душа в душу. Никому везет тому, кто везет. Ребят, везунчиков-то нет здесь на самом-то деле, потому что каждый и в семье проходит свои точки соприкосновения, свои неудачи, свои ошибки и поражения. Поэтому здесь понимаете, что у каждого просто своя игра в семье, и здесь необходимо сделать ее общей. Она у всех сложная по-разному, везунчиков нет. Поэтому здесь создавайте свою семью, создавайте свой тыл и идите вместе. Вот такой гороскоп для вас на июнь, я бы так сказала, да, который должен направить вас на развитие, ребят. Будет получаться много от работы, карьеры, путешествий, до реализации всех своих задач, которые вы всегда хотели для своих мыслей. И здесь не сидите на месте, внедряйте, да, не затягивайте жизнь до полного разрушения, потому что Плутон, который идет все-таки по водолейскому знаку пока, и уже в ноябре 2024 года окончательно взойдет на Водолей и больше ерзать не будет в ближайшие 20 лет. И здесь, конечно же, либо вы станете очень классным бизнесменом, финансово прибыльным, устойчивым финансово на ногах, научитесь противостоять трудностям, мировым трудностям, начнете с ними классно бороться, то есть у вас будут внутренние силы и резерв для того, чтобы устоять в этом мире, или же, конечно же, это будет печальное, грустное время, если вы не научитесь взаимодействовать в условиях Плутона, да, то здесь, конечно же, будет такой момент разрушения жизни. И да, представляете, даже если будет момент разрушения, все равно необходимо встать и начать делать все с нуля. Поэтому не дотягивайте до того, чтобы начинать все с нуля. Дорогие мои водолеи, вот такой был для вас гороскоп на этот июнь 2024 года. Я надеюсь, вы начнете идти в свое самое развитие. Если у вас остались вопросы персонально по вам, оставляйте в комментариях к этому видео. При этом указывайте обязательно дату, время и место вашего рождения и ваш вопрос, который интересует, потому что, открыв натальную карту каждого человека, я могу вам столько всего рассказать, но я же не могу понять, что именно сейчас вас волнует, да? Кто давно хотел попасть на годовой прогноз или на натальную карту, welcome, в шапке профиля ссылочка. На сайте сейчас спеццены до 6 июня, до новолуния. Дерзайте, участвуйте, буду рада увидеть на консультациях. Ребят, по классике в конце актуальные ролики. Если вы их не видели, посмотрите и примите верное решение. Но я с вами прощаюсь до следующего видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Пока-пока.